Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Евразии. Что мы знаем о ней? Что Евразия – это материк на планете Земля. Там есть Европа и Азия, горы там, реки, озера. Вот, пожалуй, и все. Но нет, мы не такие, мы планета Земля. И нам подавай как можно больше интересных вещей о нашей планете. И Евразия – это не просто материк, а самый-самый. Он является крупнейшим материком на планете Земля. Евразии принадлежит около 36% всей суши нашей планеты, а это 53 миллиона 600 тысяч квадратных километров. Это единственный материк на Земле, какой омывается 4 океанами. Высочайшей точкой на материке является Джомолунгма, она же Эверест. Эта гора также является высочайшей горой на планете, если считать от уровня моря. Высота Эвереста составляет 8848 метров. И самая низкая точка на планете впадина Гхор, сухопутная впадина-рекордсмен в мире. Ее глубина достигает 400 метров ниже уровня моря, а на ее дне находится всемирно известное Мертвое море. На этом материке находится самое глубокое озеро на планете. Это озеро Байкал. Его пиковая глубина достигает 1642 метра. Да и самое большое озеро Каспийское море тоже находится в Евразии. Здесь находится самый большой полуостров в мире – Аравийский. Он расположен в юго-западной части материка и имеет площадь 3 миллиона 250 тысяч квадратных километров. И еще много чего интересного. И как не поговорить о таком материке, как Евразия? Поехали! Евразия – самый большой материк Земли. Более 1/3 части суши планеты приходится на Евразию. При этом 4/5 из них приходится на Азию и 1/5 часть на Европу. 2 части света, которые традиционно выделяют в составе Евразии. Часть света – историческое понятие. Считается, что название Европа происходит от финикийского «запад», что означало «сторону, где заходит солнце». Соответственно, Азия от слова «восход», то есть сторона горизонта, где восходит солнце. Между Европой и Азией проводится условная граница. Официально граница Европы и Азии следует считать линию, проходящую через Эгейское море, Дарданеллы, Мраморное море, Босфор, Черное море, вдоль водораздела Большого Кавказа, северо-западной части Каспийского моря и по реке Урал и от Урала до Северного Ледовитого океана. С Европой и Азией немного разобрались. А что с целым материком? Евразия настолько большая, что омывается 4 океанами: Атлантическим с запада, Северным Ледовитым с севера, Тихим с востока и Индийским с юга. И понятное дело, у Евразии есть свои моря, которые находятся в этих океанах. Это Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Желтое, Японское, Охотское и Берингово море. И это далеко не все моря. Также у Евразии есть и множество заливов, например, Ботнический, Бискайский, Персидский и Бенгальский. Заливы есть, не хватает проливов, не беда, найдем и их. Это Ла-Манш, Гибралтарский, Берингов, Баб-эль-Мандебский, Суэцкий канал. Так вот, последний длиной 193 километра 300 метров. Это искусственный водный путь на уровне моря, расположенный в Египте и соединяющий Средиземное море с Суэцким заливом, северной ветвью Красного моря. Официально открытый в ноябре 1869 года, Суэцкий канал является одним из наиболее интенсивно используемых морских путей в мире, где ежегодно проходят тысячи судов. Канал, отделяющий Азию от африканского континента, предлагает кратчайший морской путь между Европой и регионами, которые граничат с Индийским океаном и западной частью Тихого океана. Путешествие из
Европы через Средиземное и Красное море, проходящее через Суэцкий канал, отсекает примерно 7000 километров от маршрута по сравнению с тем, который проходит через Южную Атлантику и южную часть Индийского океана. У Евразии сильно изрезана береговая линия, и поэтому у нее много полуостровов: Аравийский, Индостан, Индокитай, Пиренейский, Апеннинский, Малая Азия, Скандинавский, Камчатка, Таймыр, Ямал, Кольский и еще множество поменьше. Так же, как и острова, такие как Исландия, Великобритания, Сахалин, Шри-Ланка, Большие Зонские — это Ява, Калимантан, Сулавеси и Суматра с филиппинскими. Сам материк имеет гигантскую протяженность с севера на юг и с запада на восток. Протяженность Евразии с севера на юг составляет более 8500 километров. Самая северная материковая точка Евразии, мыс Челюскин, находится на полуострове Таймыр. Крайняя южная материковая точка Евразии, мыс Пиай, расположены на южной оконечности полуострова Малакка в Малайзии. И этот мыс находится всего в 100 с небольшим километрах от экватора. И сразу отсюда следует вывод, что Евразия расположена во всех климатических поясах, которые закономерно сменяют друг друга с севера на юг. Протяженность Евразии с запада на восток еще больше, и это 18 тысяч километров. Материк протягивается через все восточное полушарие и своими крайними западной и восточной точками с разных сторон заходит в западное полушарие. Крайняя западная точка Евразии находится в западном полушарии на Пиренейском полуострове на территории Португалии. Это мыс Рока. Крайняя восточная материковая точка Евразии и России, мыс Дежнева, находится на Чукотском полуострове. А Семен Дежнев — русский землепроходец, который первым достиг оконечности Евразии и доказал, что между двумя материками, Северной Америкой и Евразией, существует пролив. Впоследствии в 1898 году мыс был переименован в мыс Дежнева. Ранее мыс назывался Чукотский нос и мыс Восточный. Кстати, об истории открытия Евразии, был ли у нее свой Христофор Колумб, давайте об этом поговорим. Евразия является колыбелью многих древнейших цивилизаций, которые развивались на континенте в течение многих тысячелетий. Научное и культурное наследие древнего Китая, Индии, Вавилона, Ассирии заложило фундамент для научного потенциала современности. Евразию постепенно открывали ее жители, которые даже не догадывались о размерах материка. Например, финикийцы первыми обнаружили Средиземноморское побережье. Древние греки продолжили исследование новых территорий. Они плавали во многих морях Европы, обнаружили Апеннинский и Балканский полуострова, достигли земель современной Испании и Франции. Однако наибольший всплеск открытий пришелся на период от Средневековья вплоть до 21 столетия, когда благодаря отважным путешественникам человечество смогло составить полную картину о самом большом материке на планете. Исследователи Евразии жили в разные времена в разных странах. Они открывали то одни участки материка, то другие. По-настоящему же великим открытием стал тот факт, что все эти части принадлежат одному материку, который в дальнейшем получил название Евразия. Марко Поло, знаменитый португальский мореплаватель, обладавший уникальной памятью, совершив плавание к южным берегам Азии, он очень подробно описал свое путешествие в книге Марко Поло. Васко де Гама, известный путешественник, который оказался первым европейцем, посетившим Индию. Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, выдающийся исследователь, благодаря которому в Европе узнали о величественной горной системе Тяньшань. Он положил начало последующим экспедициям в Среднюю и Центральную Азию. Николай Михайлович Проживальский, знаменитый русский путешественник, исследователь Центральной Азии. Он стал первым человеком, который описал дикую природу этого края. Витус Беринг, русский мореплаватель, сделавший важнейшее географическое открытие. Им был открыт пролив, соединяющий Евразию и Северную Америку. Это далеко не все отважные исследователи и путешественники.
Зачастую рискуя собственными жизнями, они совершили удивительное открытие. Активные тектонические движения, вызванные сближением и надвижкой литосферных плит, привели к преобладанию на материке гор. По некоторым подсчетам на их долю приходится 65% Евразии. Второй по площади разновидностью рельефа являются равнины. Именно горы и равнины являются крупными формами рельефа на материке. Для Евразии характерно, что и те, и другие величайшие и по занимаемой площади, и по высоте. Горные массивы других континентов расположены по краям. В Евразии же они встречаются и по краям, и в глубине континента. Можно выделить 4 складчатых пояса, включающие горные массивы материка и разделяющие его равнины. Два старейших пояса – Атлантический, это скандинавские горы и горы Великобритании, и Урало-Монгольский, самый длинный. В него входят разные по возрасту системы – Новая Земля и Уральские горы, Алтай и Саяны, Енисейский кряж, Центральный Казахстан и Тяньшань, и Центральная Монголия. Альпийско-Гималайский или Средиземноморский тянется от Гибралтарского пролива до Индонезии, включает в себя Пиренеи, Альпы, Карпаты, Крым, Кавказ и Гималаи. Тихоокеанский складчатый пояс объединяет хребты Верхоянский и Черского, полуостров Чукотку, Камчатку, острова Японского и Малайского архипелагов. Гималаи – самая большая по площади горная система мира, расположенная в Азии на территории 5 государств. Она занимает площадь около 1 миллиона квадратных километров. В самой широкой части системы ширина хребта превышает 13 тысяч километров. Это ступенчатая система, средняя высота ее пиков 6 тысяч метров. Среди них 10 пиков с высотой более 8 тысяч метров. И самая высокая гора мира – Эверест. Гималаи образовались в результате столкновения евразийской и индоавстралийской плит примерно 25 миллионов лет назад. Но и сегодня они продолжают расти, поскольку плиты продолжают свое движение. Самым высоким горным массивом Европы являются Альпы. Длина этой системы 1200 километров, ширина до 260. Самой высокой точкой является гора Монблан на границе Италии и Франции. Этот массив очень сильно влияет на климат Европы, отсекая холодные воздушные массы с Северной Атлантики. Нельзя не сказать и об Уральских горах. Кроме того, что они условно разделяют Европу и Азию, они еще и в значительной мере оказывают влияние на климат окружающих территорий. Длина этой горной цепи более 2000 километров, ширина в самой широкой части более 150. Считается, что эти горы существовали уже 350 миллионов лет назад. Древние греки считали их краем света и концом земли, за которыми ничего нет. Но кто боится высоты, есть в Евразии и равнины. 6 из 10 самых крупных равнин планеты находятся в Евразии. Вторая по площади, уступающая только амазонской низменности, это восточноевропейская или русская равнина. Ее площадь немногим меньше 4 миллионов квадратных километров. От скандинавских и судетских гор до Урала и Кавказа размеры равнины фактически совпадают с восточноевропейской платформой. Отсюда и форма рельефа. Стоит отметить Среднесибирское плоскогорье, Аравийское плоскогорье и Западносибирскую низменность. И есть еще две большие равнины – плоскогорье Декан и Индоганская низменность. Обе находятся на полуострове Индостан, и у каждой площадь примерно 1 миллион квадратных километров. В Евразии находится пустыня Гоби, одна из самых больших пустынь мира и самая крупная пустыня Азии. Огромная дуга из длинных цепочек пустынь и полупустынь протянулась более чем на 1600 километров в южной трети Монголии и северных провинций Китая. Географы разделяют эту азиатскую пустыню на Заалтайскую и Монгольскую Гоби, Алашань, Гашуньскую Гоби и Джунгарию. Благодаря внушительным размерам Евразия может похвастаться сотнями полноводных и протяженных рек. Ни на одном другом континенте нет такого количества крупнейших водных объектов. В Северный Ледовитый океан впадает
впадают короткие реки скандинавского полуострова и крупнейшие реки Евразии. Это Обь, Енисей, Лена, Северная Двина и Печора. Почти во всех этих реках преобладает снеговое питание. Они надолго замерзают зимой, а весной сильно разливаются. Самая длинная из них – это Лена, а полноводная – Енисей. Бассейну Северного Ледовитого океана принадлежит озеро Байкал, самое глубокое озеро земного шара. К бассейну Атлантического океана относятся реки Западной, Южной и частично Восточной Европы. Реки Западной и Южной Европы в основном начинаются в горах. На западе Европы развитая густая сеть рек и много пресных озер. На крайнем западе, в области морского климата, реки не замерзают и полноводные круглый год. Крупнейший из них – Сена. К рекам замерзающим на короткое время относятся Висла, Одра, Эльба. Крупнейшие реки бассейна Атлантического океана – Дунай, Рейн и Днепр. Реки, впадающие в Средиземное море, как правило, короткие и неглубокие. Летом реки мелеют, а многие из них пересыхают. Зато много озер. Особенно много озер ледниково-тектонического происхождения на северо-западе Европы. Крупнейшие среди них это Ладожская и Онежская. В Центральной Европе находятся озера тектонического происхождения – Боденская, Женевская и Балатон, а еще много других поменьше. Крупные реки бассейна Тихого океана берут начало в высоких горах. Кроме северной части материка, реки бассейна Тихого океана имеют дождевое питание. Экваториальные реки всегда многоводные. Уровень воды в реках, протекающих по территориям с муссонным климатом, сильно меняется по сезонам года. Например, река Амур. А с Тибетского Нагорья стекают такие крупные реки, как Хуанхэ, Янцзы и Меконг. Среди крупных рек в бассейн Индийского океана относятся Инд, Ганс Брахмапутра, Тигр и Ефрат. Они имеют дождевое и ледниковое питание. А есть реки в Евразии, которые не хотят отдавать свои воды океанам. Волга, крупнейшая река Европы, впадает в Каспийское море. Внутренние части Евразии, пустыни и полупустыни, и почти лишены водотоков. Крупнейшими реками бассейна Внутреннего Стока являются Амударья и Сырдарья. Питание этих рек в основном ледниковое и снеговое. Раньше реки впадали в Аральское море, а сейчас в Арал-Кум, и воды исчезают в песках. Как говорилось, Евразия омывается 4 океанами, и в зависимости от характера береговой линии, расположения крупных форм рельефа, например гор, преобладающих направлений ветров и температуры океанских течений, океаны оказывают разное влияние на климатические условия и размещение природных зон в Евразии. А там, где океаны, там и воздушные массы, которые несут жизненно необходимую влагу. И начнем мы изучать климат Евразии с Тихого океана. Тихоокеанские воздушные массы оказывают влияние только на климат незначительной части восточного побережья материка. Арктический воздух Северного Ледовитого океана трансформируется в континентальный и воздействует на климат материка по причине отсутствия горных цепей с широтной протяженностью. Зоны влияния воздушных масс Индийского океана ограничены Гималаями, поэтому все осадки остаются у подножья гор. Только поэтому самым влажным местом на Земле считается деревня Масинрам в нескольких километрах от Черепунджи. Ее название переводится как «земля облаков». Каждый год здесь выпадает в среднем 11 802 мм влаги. Евразия находится во всех 7 климатических поясах – арктическом, субарктическом, умеренном, субтропическом, тропическом, субэкваториальном и экваториальном. А большую роль в образовании евразийского климата имеет североатлантическое течение с теплыми водами. Оно способствует распространению осадков в материковую глубину и прогревает европейский запад. На северных островах и материковом побережье Северно-Ледовитого океана царит арктический тип климата. Ежегодно тут преобладают холодные воздушные массы с Арктики. Резко континентальный климатический тип наблюдается в Исландии и на севере Скандинавии. Зима длинная и суровая, а лето короткое. Самую обширную территорию занимает умеренный пояс. Он имеет 4 области климата. Умеренно морской тип климата наблюдается
наблюдается на Крайнем Западе, у побережья Атлантики. Зимний сезон тут теплый, а летний прохладный. Круглый год бывают осадки. Циклоны вызывают погодные изменения. Оттепель в летний период и похолодание в зимний период. А умеренно континентальный тип климата господствует на востоке. По мере удаленности от океана осадки уменьшаются, зимы становятся суровее. Это так называемый континентальный тип климата. И встречается он в Центральной Азии и в Сибири. В течение года здесь наблюдается господство континентальных воздушных масс. Зима длительна и очень холодна. Лето бывает очень знойным. Сезоны здесь весьма контрастны по температурам. А вот Евразийский Восток отличается муссонным типом климата. Для него характерны резкие температурные отличия. Летние муссоны, так называются ветры, которые приносят влагу с Тихоокеанского побережья. И в связи с этим летний сезон бывает дождливым и теплым. Зимние муссоны приносят холодные континентальные воздушные массы, что повышает атмосферное давление. Зимы являются сухими и ветреными. Зона субтропического пояса пролегает через всю Евразию. Субтропический средиземноморский климатический тип наблюдается в юго-западной части Евразии и на Средиземноморском побережье. Лето здесь сухое и знойное, зима дождливая и теплая. Субтропический континентальный тип климата встречается в центральных районах субтропиков. Лето здесь жаркое, зима холодная, с малочисленными осадками. В восточной части субтропического пояса встречается субтропический муссонный тип климата. Такой климат господствует в Китае и Японии. Территория Аравийского полуострова и Иранское Нагорье отличаются сухим пустынным тропическим типом климата со знойным летом. В экваториальном поясе наблюдается морской экваториальный климат. Он характеризуется обилием осадков и высокими температурами, а преобладающими на территории Евразии являются все-таки континентальные климатические типы. Как мы выяснили, материк пересекают все природные зоны. Из этого следует, что и природа Евразии отличается исключительным разнообразием. Так и есть. Животный мир Евразии очень разнообразен, и распределение современной дикой фауны по территории зависит от особенностей природных условий и, конечно же, от результатов деятельности человека. Куда же без нас? И начнем мы с севера. Наиболее распространенная крупная млекопитающая тундр – северный олень. В тундре водятся также писец, лемминг и заяц-беляк. Из птиц наиболее распространены белая и тундровая куропатки. На летний период в тундру прилетают чайки, гагары, гаги, гуси, утки, лебеди. Животный мир лесной зоны лучше всего сохранился в тайге. Здесь живут волки, бурые медведи, лоси, рыси, лисы, белки, росомахи, куницы и соболи. Из птиц тетерев, глухарь, рябчик и клёст. Прибрежные воды, реки и озера севера Евразии богаты рыбой. В зонах степей водятся степные животные. Степной хорек, суслики, различные мыши и полевки. Из крупных животных сохранился сайгак. Разнообразные птицы, жаворонки, ласточки, соколы. В состав фауны преднеазиатских Нагорий из копытных характерны газели, антилопы, дикие ослы, центральноазиатские горные бараны и козлы. Из хищников часто встречаются леопарды, рыси, каракал, шакал, гиена, некоторые виды лисиц, многочисленные грызуны, зайцы, тушканчики, песчанки, да и дикобраз не редкость. Среди птиц Западной Азии много представителей центральноазиатских пустынь и степей. Это дрофы, рябчики, жаворонки, пустынная сойка. У водоема водятся цапли и фламинго. Также встречаются пеликаны. Очень велико также разнообразие пресмыкающихся, особенно ящериц и змей. Степной удав, гюрза, рогатая гадюка, полозы и ужи. Характерно обилие членистоногих. Среди них фаланги, скорпионы, тарантулы. В полупустынях и пустынях преобладают пресмыкающиеся, грызуны и копытные. В Центральной Азии обитают двугорбые верблюды, дикие ослы-куланы. В горных лесах Южного Китая сохранился бамбуковый медведь-панда, черный гималайский медведь и леопард. В густых приречных бамбуковых и тростниковых зарослях и горных лесах, поднимаясь иногда до верхней границы леса, водится тигр. Характерные представители фауны широколиственных лесов – эндемичная енотовидная собака и дальневосточный лесной кот. Для Индии и Индокитая характерно обилие обезьян, большое количество различных пресмыкающихся, особенно ядовитых змей. Леса Европы некогда населяли многочисленные крупные млекопитающие, хищники и травоядные, которые
которые были предметом охоты из-за мяса и ценного меха. Сейчас их значительно меньше, но все-таки есть бурый медведь, зубр, косуля, благородный олень, росомаха, лесная куница, лесной хорек, ласка, дикая кошка, лиса, еж, заяц-беляк и заяц-русак. Бурый медведь, совершенно исчезнувший на равнинах, до сих пор еще водится в горах, особенно в Карпатах. Из эндемичных горных видов следует отметить серну, горных козлов и сурков. Смешанные широколиственные леса населяют куропатки, тетерева, глухари и рябчики. Распространены также многие певчие птицы. Это дрозды, иволги, пеночки и славки. Часто встречаются совы, филины, голуби и кукушки. По водоемам гнездятся водоплавающие птицы. Около населенных пунктов селятся ласточки, грачи и аисты. Большинство птиц перелетные. Осенью по строго определенным путям на юг тянутся караваны гусей, уток, журавлей, стаи грачей и других птиц с тем, чтобы весной вновь возвратиться к местам своих гнездовий. В реках и озерах водятся главным образом карповые рыбы, но встречаются и лососевые. Интересна фауна Средиземноморья, переднеазиатских Нагорий и Аравии. Фауна Южной Европы включает обезьян, примитивных хищников, птиц и большое количество земноводных и пресмыкающихся, которых почти совсем нет в более северных частях Евразии. На Пиренейском полуострове и на юге Франции живет представитель семейства виверовых, обыкновенная генетта. На юге Пиренейского полуострова обитает единственный вид обезьян, встречающийся в диком состоянии в Европе – макак-магот или бесхвостый макак. На островах Эгейского моря и на юге Балканского полуострова, в горных районах с очень скудной растительностью, до сих пор встречаются дикие козы. Козы вообще широко распространены в Средиземноморье. В некоторых районах они являются единственными домашними животными. В Южной Европе обитают пиренейская выхухоль, дикобраз, шакал, дикий кролик. Птицы Средиземноморья не менее своеобразны, чем млекопитающие. Наиболее характерны голубая сорока, горная курочка, сардинская славка, испанский каменный воробей и многие другие. Из хищных птиц распространены черный гриф, стервятник и ягнятник. Пресмыкающиеся хорошо чувствуют себя в условиях сухого климата. Среди них есть эндемичные формы – ящерицы-гекконы, хамелеоны, средиземноморская гадюка и некоторые другие виды змей. Из сухопутных черепах назовем греческую черепаху. Многочисленны также членистоногие – это скорпионы, пресноводные крабы, различные жуки, цикады и ярко окрашенные бабочки. Пустынные плоскогорья, горные хребты Центральной Азии обладают своеобразной фауной. Для нее характерны общая относительная бедность видового состава и преобладание копытных и грызунов, которые приспособлены к существованию на обширных безлесых и безводных пространствах центральных областей Азии, но довольствуются скудным кормом высоких пустынных плоскогорий и прекрасно себя чувствуют в условиях сурового континентального климата, но совершенно не переносят высокой температуры. На Тибетском Нагорье и в горах Центральной Азии широко распространены оронга, адакс, горный баран, архар. На степных и полупустынных равнинах Монголии и северо-западного Китая водятся дзерены, дикий осел, кулан и крайне редкий кианг, а также дикий двухгорбый верблюд бактриан, родоначальник домашнего верблюда. Хищники не столь разнообразны в Центральной Азии, как копытные. В горах водится снежный барс, ирбис, тибетские подвиды бурого медведя и волка. Почти повсеместно встречаются лисицы, обыкновенный волк ласка и шакал. На равнинах и в горных районах и по числу видов, и по количеству особей обильно представлены грызуны. Птицы особенно разнообразны в горных районах. Это горные индейки-улары, тибетская саджа, альпийские галки, сип, клушица, стенолаз. На равнинах водятся дров и рябки и жаворонки. Пресмыкающиеся из земноводных в Центральной Азии немного. Распространены некоторые ящерицы и змеи и сухопутная черепаха. Вся остальная южная часть Евразии входит в пределы Индомалайской зоогеографической области и характеризуется особенно большим богатством, разнообразием и древностью животного мира. Наиболее яркие представители копытных малайского архипелага – чепрачный или двухцветный тапир, имеющий родичей в Южной Америке, однорогие индийские двурогие суматранские носороги, дикий бык бантенг,
Янг, ставший родоначальником балийского домашнего скота, индийский буйвол, гаур. Из хищников следует назвать малайского короткошерстного солнечного медведя, ну и тигра. На островах Суматра и Калимантан водится человекообразная обезьяна, орангутан. Повсеместно распространены представители семейства гиббоновых, подсемейства мартышкообразных, некоторые виды макак, характерны близкие приматам и насекомоядным тупаи и примитивные приматы долгопяты. На относительно небольшом острове Комодо живет величайшая из современных ящериц – гигантский комодский варан, достигающий 4 метров в длину. В реках Калимантана обитает крупный крокодил гавиал. Много ядовитых змей из них, наиболее опасные кобры, распространены также удавы. Самый крупный из них – сетчатый питон, достигает длину 10 метров и массой 100 килограммов. И все бы хорошо, если бы не влияние человека, который занимается прямым и косвенным уничтожением ценных видов растений и животных, а главное изменением их мест обитаний, что со временем привело к тому, что многие виды фауны Евразии оказались под угрозой исчезновения. Это 471 вид млекопитающих, 389 видов птиц, 276 видов рыб, 85 видов пресмыкающихся и 33 вида земноводных. Разрушено около 2/3 всех мест обитания диких животных Азии. В Китае под угрозой исчезновения находится до 20% видов. Из 7 эндемичных видов млекопитающих Западной Азии 4 это и аравийский леопард, полосатая гиена, аравийский тар и аравийский волк находятся под угрозой исчезновения. Практически не улучшается ситуация с потерей видов и их мест обитаний в Западной Европе. Для регионов Азии наиболее масштабными экологическими проблемами являются уничтожение лесов и опустынивание земель в Центральной Азии. В умеренном поясе также произошли значительные изменения. На равнинных территориях Западной Европы были почти полностью вырублены леса, а ранее сплошная полоса широколиственных лесов в Средней Европе представлена сейчас лишь фрагментарно. Страшно, что происходит в Сибири. Активная вырубка лесов происходит и в некоторых высокогорных районах. Так отмечается, что в Гималаях на территории Непала за последние несколько тысячелетий была вырублена почти половина всех лесов. Человечеству необходимо осознать, что гибель леса – это глобальное ухудшение состояния окружающей среды. В результате деятельности человека существенно преобразованы внутренние соленые озера, Каспийское и Аральские моря. Их уровень значительно сократился, а соленость возросла. Антропогенному воздействию подверглись даже наименее пригодные для проживания и обладающие очень хрупким равновесием северные районы тундры. А что говорить о количестве отходов жизнедеятельности человека? Людей становится больше, и проблема с отходами во многих странах Евразии катастрофична, и это приведет в свою очередь к непоправимым последствиям. Людям необходимо организовать строгий контроль выбросов вредных веществ, максимально увеличить строительство очистных сооружений и увеличить количество национальных парков и заповедников, так же как и количество новых зеленых насаждений, попутно привлекая внимание общественности к проблемам, возможным даже о какой-нибудь мелочи, происходящей около вашего дома. И если в некоторых странах это уже организовано и загрязнения сведены к минимуму, Евразия остается с десяткой самых загрязненных стран мира. И будем надеяться, что этот рейтинг со временем покинет этот необыкновенный и неповторимый материк, и наши будущие поколения будут жить в чистенькой и ухоженной, пусть и не самой скромной, самой-самой Евразии. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.